Всем привет! Да, сегодня не самое обычное место для моей съемки, но я сделаю вид, что я прилетела в Москву только на 2 дня. С сегодняшнего дня ровно на 2 следующих суток я стану обычным туристом. За эти 2 дня я постараюсь вам показать как можно больше самых красивых мест Москвы, рассказать истории этих же мест, чтобы вы могли по-настоящему проникнуться атмосферой этого потрясающего города. Нас ждет увлекательное путешествие по главному городу нашей огромной страны. Москва – столица и крупнейший город России. Блистательный город во всех отношениях, достойный называться столицей. Здесь великолепные памятники архитектуры и живописные парки, самые лучшие магазины и высокие небоскребы, длинное метро и заполненные вокзалы. Москва никогда не спит. Здесь трудятся с утра до поздней ночи, а затем веселятся до утра. Жалко, сегодня не нужно идти. Когда же там будет? В Москве слишком много достопримечательностей, и даже сложно представить, как составить себе план на эти выходные. Но сегодня я хочу начать свое путешествие и свой осмотр города с самого главного места нашей страны, и это Красная площадь. Есть несколько способов, чтобы добраться до центра. И это первый вариант – это доехать на такси. Второй вариант – это доехать на Аэроэкспрессе. И третий вариант – вы можете доехать либо на каршеринге до ближайшей станции метро, а затем оттуда доехать уже на метро до самого центра. В принципе, это аэропорт Внуково, и здесь близко можно доехать по Красной ветке, прям ровно в центр. Но я вначале посмотрю цены на такси. Многие знают, что такси в Москве – это очень и очень недешевое удовольствие. Но я все-таки решила посмотреть, в какую же сумму мне обойдется поездка из Внуково прямиком на Красную площадь. За 1300 отсюда до центра можно доехать на такси. Есть Аэроэкспресс, на нем дорога в одну сторону стоит 550 рублей, дальше нужно будет пересесть на метро. Здесь неподалеку есть автобусная остановка, и можно вначале на автобусе доехать до метро и там уже пересесть в подземку. Я в Москве, а значит, деньги мне еще точно пригодятся. Я решила поехать на автобусе, тем более, что остановка находится рядом. К слову, сколько раз я прилетала в аэропорт и уезжала из него, я ни разу не ездила из него на автобусе. И думаю, что сейчас пришло время хотя бы раз это, но попробовать. Нам сказали, что автобусная остановка где-то там. И меня никогда не подводило правило идти туда, куда идет большое количество людей. В принципе, люди идут туда и оттуда, значит, она действительно где-то там. Стоило мне выйти на улицу, как я увидела, что мой автобус уезжает, и мне пришлось бежать, потому что следующий будет, очень и очень не скоро. Стой, пожалуйста! Фух, успела. Отлично, не придется долго ждать следующего. Приехала. Теперь пора идти в метро и ехать на Красную площадь, потому что она уже совсем близко. Я не случайно выбрала именно метро. Все дело в том, что более 1,5 миллиона человек ежедневно проводят в московском метро более часа. И это неудивительно. Московское метро имеет 15 линий, а их общая длина составляет 780 километров. Чтобы вы понимали, если соединить все линии московского метро в одну единственную ветку, то можно доехать из Москвы в Питер и еще останется 70 километров в запасе. 1 час. Именно столько времени тратит почти каждый второй человек в метро на поездку в одну сторону.
Может показаться, что это много, но для Москвы это нормально. А если тратить это время с пользой, то от дороги будут одни плюсы. Каждый находит для себя занятия в метро. Одни общаются лично, другие по телефону. Кто-то слушает музыку, а кто-то ее играет. Рисуют, обучаются, пишут СМС или читают. Ну и классика, спят или играют в телефон. Это станция метро «Охотный ряд», и это самая близкая точка к Красной площади. Это одна из самых проходных станций московского метрополитена. Более того, это единственная станция, которую переименовывали целых 4 раза. И сейчас мы идем на Красную площадь. Кстати, именно станция «Охотный ряд» была первой среди станций московского метрополитена, которую впервые показали в кино. И это был фильм «Цирк» 1963 года. Сейчас мы с вами попадем в самое сердце Москвы. Стоит выйти из метро, как взгляд начинает ловить все мелкие детали. Кажется, будто все несет в себе огромную историю. Хотя, погодите, не кажется, так оно и есть. Это же Москва. По официальным данным, каждый год на эту площадь приходит 20 миллионов человек. 20 миллионов человек посещают это место ежегодно. Ну а что же здесь такого особенного? А вот и она, знаменитая Красная площадь. А это значит, что сейчас мы находимся в самом центре Москвы. Никто достоверно не знает, сколько лет Красной площади. Есть только предположение, что окончательно она оформилась в 15 веке. Многим может показаться, что Кремль всегда имел именно такой облик, который у него есть сейчас. Красные стены, звезды на башнях, но на самом деле так было не всегда. Когда-то стены Кремля были выкрашены в белый цвет. Да, сегодня мы видим красные стены, и тяжело поверить в то, что когда-то они имели белый облик и выглядели примерно вот так. Но даже сегодня на стенах Кремля остались следы белого цвета. Не верите? Смотрите. Раз, два, три. Звезды на башнях тоже были не всегда. Они появились на своем месте только в 1935 году. До этого их там не было. На Красной площади действительно поражаешься. Ну как? Как все вокруг может быть таким красивым? Это нереально. Вообще здесь, конечно, очень красиво. И вначале я переживала, что на улице холодно и снимать будет тяжело. Но в этом холоде есть свой плюс. Во-первых, не слишком много людей. Да, они есть, но их действительно немного. Во-вторых, понятно, почему это место притягивает так много людей. Здесь действительно очень и очень красиво. И, конечно, если вы будете в Москве, даже если вы не слишком хорошо относитесь к Красной площади, все равно обязательно сюда придите. Здесь все-таки очень сильно чувствуется дух старой Москвы. Той настоящей, исторической, потрясающей. Прям каждый камешек как будто бы пропитан той историей, которая была много лет назад. Единственное, чего я действительно не могу понять на Красной площади, и это место каждый год привлекает очень много туристов. И это вот этот мавзолей Ленина. Я искренне не понимаю, зачем посреди Красной площади лежит труп, обнесенный стенами. И еще одно известное, знаменитое историческое место, которое можно увидеть на Красной площади, и огромное количество людей делает с ним фотографии, это вот этот исторический музей. Он впечатляет с внешнего облика. Представьте себе, этот музей продолжал работать даже во время осады Москвы в ходе Великой Отечественной войны. Сейчас это один из самых любимых музеев Москвы среди туристов. Конечно же, фотография на память.
Как я уже сказала, в Москве холодно, и я успела замерзнуть и проголодаться, поэтому я сразу же отправилась на поиски какого-нибудь классного ресторана, о котором мне захотелось бы вам рассказать. Задача, кстати, оказалась не из легких. Несмотря на то, что Москва сама по себе исторический город с огромнейшей историей, к сожалению, так сложилось, что каких-то легендарных и довольно старых ресторанов в Москве практически не осталось. Почти все рестораны берут свое начало где-то в 1990-х годах. Рестораны, которые открылись раньше этого времени, их практически не осталось. Их настолько мало, что их можно пересчитать по пальцам одной руки. Но есть в Москве один ресторан, и он действительно легендарный. И среди ресторанов это просто сказка, которую невозможно найти где-нибудь еще. Настоящая историческая легенда этого города. И это ресторан Яр, в который я собираюсь сейчас зайти. Я не просто так выбрала именно этот ресторан. Яр – это ресторан с огромной историей. О Яре писали многие. Пушкин, Герцен, Толстой, Тургенев, Чехов, Амфитеатров, Гелеровский. И это еще не все. А всех известных личностей, кто когда-либо посещал этот ресторан, сейчас и не вспомнить. А какой здесь главный зал? Он, ну прям шикарный. Посмотрите. Как же здесь красиво, роскошно, атмосферно. Так, что у нас тут в меню? Кажется, я готова сделать заказ. Я настолько прониклась историей этого места и хочу заказать какие-то традиционные блюда. Нам сказали, что здесь самый вкусный борщ, который нигде вообще нельзя больше поесть. И поэтому я обязательно возьму борщ, пельмени и чай. Давайте я расскажу, что же здесь есть. Кроме уюта, атмосферы и стиля. Готовы? Поехали! Фирменная настойка, красивые светильники, камин, старая сцена, новая сцена, люстра, бар, чуть не забыла, цыганский театр и, конечно же, история. Так как Яр был для обеспеченных людей, здесь существовал прескурант на шалости или на хулиганство. Так, например, можно было измазать лицо горчицей официанту и отдать за это 120 рублей. А можно было бросить бутылку в венецианское зеркало и выложить за это примерно 100 рублей. Что Сава Морозов и сделал, потому что здесь находится напротив меня два венецианских зеркала. Одно из них целое, а второе было разбито именно бутылкой Савы Морозова. Если вы зайдете в главный зал Яра, то вы увидите разницу, которую нельзя не увидеть среди этих двух зеркал. Одно абсолютно целое, а второе из из 4 кусков. Пришло время отведать местную традиционную кухню. Пахнет обалденно. Борщ здесь подается в лучших традициях. Со сметаной, конечно же, с салом и чесночной пампушкой. Как же без нее? Насчет борща нас точно не обманули, потому что он прям... А теперь пришло время пельменей. Пельмени из судака и семги. Это первые пельмени, которые я ем с рыбой. И первое, что я могу сказать, это очень необычное сочетание, это раз. А второе, очень вкусно. Кажется, я засиделась. Здесь действительно очень классно, но мне пора двигаться дальше. Теперь, когда я так вкусно и сытно поела, пришло время идти дальше, гулять и смотреть Москву. И раз уж я затронула исторические места, то мы и продолжим их смотреть. В Москве есть удивительное в своем роде место, которое называется Крутицкое подворье. Оно также известно как уголок средневековой Москвы, остров старины в современной Москве или деревня в центре Москвы. Это место известно огромным количеством названий, но, правда, про него часто забывают путеводители или гиды. И я иду смотреть, что здесь такого особенного. Строительство этого места завершилось почти 300 лет назад, а первое упоминание о нем было почти 750 лет назад. Сейчас этот храм находится под охраной ЮНЕСКО, и он находится буквально в центре Москвы.
Это, кстати, одно из излюбленных московских мест в кинематографе. Возможно, это место и не самое популярное среди туристов, но любители советской классики точно смогут узнать его. Здесь проходили съемки таких фильмов, как «Гардемарины вперед» и «Иван Васильевич меняет профессию». Поэтому даже в советском кинематографе это известное место смогло оставить свой след. Здесь море людей, вот это все люди, 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 весь народ. На сегодняшний день здесь отсняли больше 63 картин. А вот это уже интересно. Я вышла к палаткам, где каждый занимался своим делом. Кто-то отчеканил монеты из олова или ковал металлическую подвеску. Я просто смотрела на это со стороны, и тут... Могу дать покачать. Я не могла отказаться от такого предложения, поэтому сразу же согласилась. Я могу и поработать, в принципе. Смотри, самое главное, поочередно, то есть одна вверху, другая внизу, и вот, Вот. да, вот. Она наверх легко поднимается, а вниз тяжело. Ну, конечно. Если бы кто-то пару дней назад сказал мне, что я буду раздувать меха где-то в центре Москвы, я бы покрутила пальцем у виска и ушла. Но это Москва, и тут может произойти все, что угодно. Тут вообще-то непросто. Все, кажется, в зал сегодня не нужно идти. Спасибо вам большое. Не за что. Как это, приходите еще. Ой, какая у вас опасная работа, так и без глаз остаться можно. Да, это еще не... Пики, топоры, гильотина, арбалет, луки, стрелы и даже рыцари. На дворе 2021 год, а здесь до сих пор ходят рыцари. Вообще, я считаю, что настолько историческое место в Москве еще нужно поискать. Можно прийти на Красную площадь, можно прийти в любое другое историческое значимое место, но здесь настолько все пропитано этим духом. Здесь есть какие-то ребята, которые там оружие куют, кто-то делает, стрельба из луков. Здесь атмосферно, здесь очень красиво. Но скажу честно и откровенно, я бы советовала посещать это место только в теплое время года, потому что сейчас здесь очень холодно, на улице осень, ветер дует, и он очень холодный. И я очень сильно сейчас хочу пойти в теплое место, взять чай или кофе и согреться. Поэтому я пойду делать именно это. Вообще, через некоторое время, когда вы будете находиться в Москве, вы заметите, что очень многие люди здесь ходят со стаканчиками. В стаканчике, как правило, чай или кофе. Тут так вошло в привычку. Идешь рано утром на работу, берешь кофе, чтобы взбодриться. Идешь на обеденный перерыв, идешь в кофейню, покупаешь кофе, чтобы бодрее прошел оставшийся рабочий день. Если твой рабочий день выдался, ну, прям слишком тяжело, то ты опять же идешь в кофейню и снова берешь чашку кофе. Ну или если день был слишком тяжелый, то бутылку вина. Но сегодня я пришла именно за кофе. И я пришла не в обычную кофейню, а вот в этот знаменитый в Москве магазин «Чай, кофе». Он на этом месте стоит больше 128 лет и работает все это время. Но, как и у любого другого исторического здания, у этого чайного дома тоже были плохие времена. Распад и развал в 1990-х годах очень плохо отразилось на этом здании, и оно буквально погибало. Единственное, что спасло это здание, это реставрация, которую провели в 2000 году, и именно благодаря ей мы сейчас можем наблюдать это здание. Мы можем войти внутрь и купить там чай. Удивительно, но за столько лет жизни в Москве я много раз проходила мимо этого магазина, но ни разу в него не зашла. Какого чая здесь только нет. Если посмотреть просто на витрину, то, я думаю, ни один нормальный человек не сможет выбрать, если он в этом магазине оказывается первый раз. Потому что выбор здесь просто огромнейший. Красные ягоды, чай императора, купеческий, Эрл Грей, облепиха, сила волшебства. Тут даже есть чай, который называется Кубок огня. И, наверное, любители Гарри Поттера его очень и очень полюбят. Я не могу ничего выбрать, и я лучше спрошу у ребят, чтобы они мне помогли определиться с чаем. Я решила выбрать чай, чтобы было что попить вечером.
Кстати говоря, чай этот мне обошелся в 700 рублей. Плюс здесь есть не только чай, но и кофе, как, собственно, исходит из магазина, но и это не весь ассортимент. Помимо чая и кофе, здесь еще есть японские сладости, и за вот такую упаковку нужно будет отдать 590 рублей. Но, если честно, что это, я не знаю. Так как магазин исторический, внутри представлены всякие вывески, которые когда-либо у него были, а также китайские вазы, и продается настоящий фарфор. Чуть не забыла, я же пришла сюда за кофе. Я не заметила в самом начале, здесь есть не только песто, посуда и сладости, здесь еще есть помидоры, картофель, яйца и морковь. Жалко только, что кофе у них готовит не итальянец, она точно была бы вкуснее, а капучино не был бы похож на латте. Раз очень многие привыкли пить чай или кофе с конфетами, я специально приехала в кондитерский магазин. И он за моей спиной. И снаружи он выглядит как обычный кондитерский магазин. Самый простой. Но дело в том, что именно этот магазин является одним из первых фирменных магазинов завода «Красный Октябрь». Многие говорят, что конфеты именно из этого магазина намного вкуснее, чем точно такие же, но из обычного супермаркета. Так это или нет, я сейчас и проверю. Посмотрите, какой здесь ассортимент. И глаза здесь просто разбегаются, но на самом деле я хочу взять только то, что я знаю и что чаще всего ем. Хоть я и не слишком часто ем конфеты Красного Октября, но все-таки парочка любимых у меня есть. В магазине есть все сладости, которые производят фабрики Красный Октябрь, Ротфронт и Бабаевский. Только посмотрите, здесь есть даже всякие фигурки из шоколада в виде котов или медведей, а еще всякие сувениры. Так, я в принципе купила все, что хотела, пора идти проверять миф. Покупая сладости, я не могла пройти мимо вот этого, я бы сказала, даже знаменитого шоколада и этой известной обертки. Шоколад этот получил свое название в честь дочери первой женщины, которая побывала в космосе. А вот на обертку поместили совершенно другую девочку, и у этой обертки была очень долгая история, потому что, во-первых, никак не могли определиться с дизайном, это раз, а во-вторых, не знали, кого сюда поместить. Даже дошло до того, что в газете «Вечерняя Москва» был объявлен конкурс. Со всей России принимали фотографии из семейного архива маленьких девочек. И однажды в редакцию попало фото маленькой 8-месячной Елены. Ее сфотографировал родной отец, который был фотографом. Именно это фото назвали лучшим, но оно так и не попало на обертку. На обертку попало изображение этой самой Елены, которую художник Маслов просто перерисовал. Он немного изменил черты лица, поменял цвет глаз, немного изменил нос, но при этом сходство осталось великолепное. Именно так и появилась эта знаменитая обертка, которую знают миллионы людей, которые узнают даже в других странах. Но эту историю мало кто знал до 2000 года. Все дело в том, что Елена, уже будучи взрослой женщиной, та самая, которая была изображена на этой плитке с самого начала, решила подать в суд на Красный Октябрь и хотела взыскать с них 5 миллионов рублей за то, что они более 30 лет использовали ее лицо, так сказать, незаконно. И более того, она хотела получать небольшую выплату за каждую проданную плитку. 2 года длились тяжбы судебные, но так она дело и не выиграла. А теперь момент X. Именно тот, зачем я сюда и пришла. Это конфеты, которые я купила сейчас здесь, в этом магазине. А это точно такие же конфеты, но которые я купила в обычном магазине. И я хочу их сравнить. У них отличается обертка. Здесь конфеты из фирменного магазина, а это конфеты из обычного магазина. Я соглашусь с тем, что эти конфеты пахнут по-другому. Они, кстати, выглядят по-другому. В этих конфетах я, если честно, разницы не особо чувствую, но точно должна чувствовать в батончиках. Он насыщенней, во-вторых, он правда пахнет сильнее. Люди не врут, но, по крайней мере, вот батончик номер 1 действительно отличается от магазинного. Сюда привозят свежие конфеты, и они действительно отличаются от магазинных. Москва, без сомнения, очень красивый город. И когда ты сюда приезжаешь, ходишь здесь, гуляешь, смотришь на всю эту красоту, Москва кажется тебе по-настоящему идеальной, такой красивой, какой ты ее никогда не видел. И на самом деле это действительно так.
Но так это только тогда, когда ты турист, когда ты ходишь, приезжаешь сюда на несколько дней, смотришь окрестности, смотришь центр, смотришь все достопримечательности, которые только есть. Когда вы решаетесь приехать в Москву, вы встречаетесь с совершенно другой реальностью. Во-первых, спальные районы. Это совершенно не центр Москвы, и именно здесь сталкиваешься с первыми проблемами, такими как бездомные люди, плохое освещение, криминал, грязь, очень часто раздолбанные дороги. Тут ты забываешь, что живешь именно в Москве. В принципе, жизнь в таком районе ничем не отличается от жизни где-нибудь в регионе. Хотя стоит признать, что не все спальные районы в Москве настолько ужасные. Есть очень приличные, ухоженные, в которых есть парк или водоемы. Но их все-таки намного меньше. В Москве чаще всего попадаются именно вот такие спальные районы, достаточно неблагополучные. И, как мне кажется, для огромного города, который всегда считают красивым, это очень и очень грустная история. Мне здесь совсем некомфортно и даже страшно, и я хочу отсюда поскорее уйти. А вообще в Москве на самом деле очень много проблем. Мошенники, криминал, грабежи – это отдельная история. Помимо всего прочего, в Москве еще очень и очень дорогие парковки. Например, здесь парковка 380 рублей в час. А если мы с вами отойдем на 5 метров, раз, два, три, четыре, 5, то здесь уже парковка будет 150 рублей в час. И здесь такое происходит нередко. Очень часто здесь можно встретить разную стоимость на такси, опять же, на ту же парковку или на любые другие услуги, когда ваша разница в местонахождении будет в 5 метров. И это то, что заставляет немножечко грустить, когда ты находишься здесь. Так и получается, что жизнь в Москве, она не такая гламурная и красивая, как это может показаться. Если у тебя есть машина, то ты постоянно либо будешь стоять в пробках, либо платить огромные деньги за парковку. А если у тебя машины нет, то ты, в принципе, постоянно будешь толкаться в метро. При этом в Москве большая стоимость не только за саму парковку, но и штрафы, если вы вдруг неправильно припарковались. Например, вот здесь место для инвалидов. И штраф за такую парковку будет в размере 5000 рублей. Более того, вас еще отсюда и эвакуируют, и вы должны будете заплатить за саму эвакуацию вашего транспортного средства. Вот интересно, этот человек готов ли заплатить 5000 рублей за парковку и 5 за эвакуацию? Но хватит о плохом. Я хочу вам еще кое-что показать в Москве. И как раз сейчас я держу сюда путь. Абсолютно в каждом большом городе всегда есть деловой центр. И если бы я сейчас была в Нью-Йорке, то я обязательно бы пришла на Манхэттен. Но я сейчас нахожусь в Москве, поэтому на Манхэттен я прийти не могу. Но я могу прийти в деловой центр Москвы. И это Москва-Сити. Это одно из любимых туристических мест в Москве. Ультрасовременный архитектурный комплекс небоскребов из стекла и бетона. На момент может показаться, что вы попали в самое сердце Нью-Йорка. Именно такой вид москвичи и гости столицы могут наблюдать не так давно. А все дело в том, что эти башни, а точнее большинство из них, были построены только лишь 5 лет назад. Кстати, раньше на месте всех вот этих зданий были только каменоломни, склады, карьеры и промзона. Когда сейчас смотришь на всю эту мощь, сложно поверить, что еще 10 лет назад всего этого не было. Все эти башни абсолютно разной формы, все построены в разное время, и у каждого из этих строений есть какой-то интересный факт в истории. Какие-то из этих башен являются абсолютно офисными, а в каких-то есть жилые помещения, апартаменты. Их очень часто сдают, но жить в таком здании не всегда комфортно и удобно. В Москве есть небольшой лайфхак. Есть смотровая площадка в башне Федерации. Она находится где-то на 89 этаже. Вход на одного человека на эту смотровую площадку стоит 1800 рублей. Но есть способ посмотреть на панораму Москвы с высоты птичьего полета намного дешевле. Все дело в том, что в этой же башне есть огромное количество кафе, ресторанов или кальянных. Выбираете заведение, приходите, садитесь за любой столик, заказываете чай или что-нибудь поесть, если вы вдруг голодные,
и можете наслаждаться Москвой, делать фотографии рядом со стеклами. Панорамный вид на Москву будет вам доступен за 400 рублей за чайник. Вы можете прийти всей большой компанией, сесть, заказать чай и делать огромное количество фотографий с высоты птичьего полета. Честно говоря, я хотела подняться и заказать чай, но все дело в том, что сейчас на улице идет дождь, и все башни, они практически в тумане, и сверху ничего не будет видно, кроме тумана. Поэтому сейчас этот вариант не подойдет. Но я знаю другое место, которое мы сейчас можем посмотреть. Если вы любитель бега, то настоятельно рекомендую вам приехать в Лужники при первой же возможности. Именно здесь тренируется огромное количество именитых бегунов. Именно это место является стартом и официальным финишем практически всех известных забегов, которые проводятся в Москве. Не побегать здесь, если вы действительно любите бег, если вы часто бегаете утром или вечером, это просто грех, который я вам всячески не советую брать на душу. К сожалению, в этом году это место не увидело ни одного старта в беговом сезоне. Все полумарафоны отменили, марафон отменили, красочный забег отменили. Все забеги, которые только были здесь, все их отменили. Но на самом деле я сегодня здесь не для того, чтобы бегать, плюс тем более, опять здесь снова проходит реконструкция набережной. Я сегодня здесь, чтобы покататься на новой канатной дороге. На ней можно доехать до известного и самого престижного вуза страны МГУ. С появлением канатной дороги стало проще и быстрее добираться до главного вуза страны. Возможно, это не самая дешевая канатная дорога, но один раз можно и прокатиться. Мы же все-таки в Москве. Стоимость билета на канатную дорогу составляет от 100 рублей в будни до 600 рублей в выходные. Сегодня воскресенье. Билет в одну сторону на одного человека стоит 400 рублей. Ну, давайте посмотрим, за что же платится такая сумма. Один плюс я уже точно нашла. Один несомненный плюс прокатиться на этой дороге именно в выходные. Несмотря на то, что стоимость билета выше, народу здесь совершенно нет. Я здесь как-то была в будний день, и народу было очень много. А сегодня воскресенье и никого. Я говорила, что эта дорога новая. Ее окончательно открыли только в декабре 2018 года. Несколько раз она подвергалась хакерским атакам, но сейчас она работает. Вся ее длина составляет 720 метров, а перепад высот аж 60 метров. Она на самом деле не совсем большая, но в принципе этого вполне достаточно. Здесь же можно пролететь это расстояние на зиплайне, если у вас есть 2500 рублей. Но осень не лучшее время, чтобы это делать. Хочу заметить, что 400 рублей для такой дороги это многовато. Лучше приходить в понедельник, цена будет всего 100 рублей. А еще отсюда открывается небольшой вид на Москва-Сити, но согласитесь, когда вы там были близко, вид намного был лучше. Вот он, главный вуз страны. Именно сюда хотят поступить многие студенты. Из этого вуза выпустилось огромное количество известных людей. И не только различные ученые или кандидаты наук. Были еще и известные люди, и более того, наши звезды шоу-бизнеса. Но не все любят этот вуз. Например, Афанасий Фет, который заканчивал сам этот вуз, каждый раз, проезжая мимо него, обязательно останавливался и плевал в сторону МГУ. Выпускников МГУ очень и очень сильно любят, и их всегда с радостью берут на работу по специальности. Естественно, потому что диплом МГУ – это престиж, огромнейший. Но минус в том, что и денег этот престиж стоит очень и очень больших. Самая дешевая специальность в этом вузе стоит 290 тысяч рублей, и это очно-заочная форма. А самая дорогая специальность очной формы стоит 540 тысяч рублей. И это, кстати, специальность менеджмент. Поэтому, если вдруг вы хотите обучиться на специальность менеджмент в МГУ, будьте готовы отдавать больше 500 000 рублей за свое обучение ежегодно. Но реальность нашей страны, конечно, заключается в том, что не у всех семей есть такие деньги на счетах. Именно по этой причине 70-80% выпускников МГУ – это дети депутатов,
известных личностей или просто очень обеспеченных людей. Попасть на бюджет сюда очень и очень непросто. Чтобы обучаться здесь на бюджете, вы как минимум по каждому предмету, который вы сдаете в ЕГЭ, должны набрать хотя бы 82 балла. И это просто офигеть. Но даже если вы наберете это количество баллов, это еще не будет гарантировать вам поступление в этот вуз. Если вы их наберете, это будет значить лишь то, что вы будете участвовать в конкурсе на бюджетное место. А вот попадете вы туда или нет, это уже вопрос. А вот напротив знаменитого МГУ находится не менее известная и популярная в Москве смотровая площадка Воробьевы горы. Именно сюда многие приходят встретить закат, просто посмотреть на красивейшую панораму Москвы. Именно за этим я сегодня сюда и пришла. Вообще, изначально здание МГУ планировали возводить именно на этом месте. Но специалисты очень боялись, что произойдет обвал, так как здание очень тяжелое и массивное. Но архитектор до последнего отрицал это. Он настаивал на том, чтобы здание было возведено именно здесь. Но вот так получилось, что буквально за несколько дней до начала возведения МГУ архитектора просто отстранили от работы и поставили нового, который и принял решение переместить здание МГУ. И сегодня здание МГУ находится ровно в 800 метрах от этого места. И оно напротив. Вуз сегодня находится в безопасном месте, а у людей есть прекрасная смотровая площадка, на которую можно прийти и увидеть одну из, наверное, самых лучших панорам на город Москва. Вообще, Москва – это абсолютно другая Россия. Она красивая, ухоженная, дорогая. И все это в одном городе. Когда ты гуляешь по центру, ты видишь необыкновенные здания. Они очень красивые, они наполнены историей, их архитектура тебя способна впечатлить. Гуляя по центру, видя все эти здания, ты понимаешь, насколько сильно они пропитаны своей историей. Я говорила это не раз и хочу повторить это сейчас. Москва – это потрясающий город с очень удивительной историей, и этот город просто необходимо посетить. Мне кажется, это обязанность каждого русского человека приехать в столицу и посмотреть, что и как здесь устроено. И вообще даже немножечко грустно осознавать, что еще пройдет немного времени, и я уже не смогу точно так же спокойно выйти на улицу и гулять по улицам этого города. Еще есть время этим насладиться. Есть время выйти, погулять и посмотреть на всю красоту, которая меня окружает. Ну, Москва, до скорых встреч! Я сейчас скажу. Возможно, у этого, возможно... Ты снимаешь? Сейчас, подожди, у меня тут уголек в волосах. Ну нет. Да-да-да, пойдем. Именно здесь проходили таких съемков, как «Гардемарины вперед». Я хочу быть мальчиком или с короткой стрижкой. Но все-таки чаще кофе. Блин. Холод мозги туманит. Через некоторое время нахождения в Москве вы заметите. На самом деле, я бы даже сказала, что это визитная карточка этого города. Стоп. А теперь можно снять? Я вот так. Ничего правонарушительного. А сейчас типа тревел этого, как... Да, про историю вот Красной площади. Да. Здесь никакой политики, ничего такого. Верим на слово, что никакой политики. Все, никакой. Все, пожалуйста, до свидания. А почему никакой политики? Почему я не... хватит, пожалуйста. Строительство. Что здесь чувствуется? Холод собачий. Холод, да. Собачий, да. Да, нельзя. Политическая акция. Все, хватит так шутить. Нас сейчас отсюда заберут. Можно, пожалуйста, тебе дам?
кармашки маленькие. Именно так и появилась эта, именно эскиза, которую узнают миллиарды людей. Миллиарды есть на планете? Экстренно, да. Почему я отсюда уезжаю до видео номер 2?